Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я все еще простужена. Но сейчас пойду в аптеку, куплю себе витамины в ампулах, ну и овощей. И пойду домой. Честно, не очень хочется идти, но с доставкой связываться я тоже не хочу. Заказ разбили на две части в аптеке, поэтому в одной забрала, потом еще заберу около дома. Сейчас иду в дальнюю пятерочку. На улице не холодно, но бывает ветер. И вот сразу снег в лицо. И я еще нацепила носки, такие теплые, но которые под более теплые ботинки. А в итоге пошла вот в этих. А под них нужно еще шерстяные. Поэтому гулять точно не буду. Быстренько все куплю и домой, потому что ногам холодно. Взяла себе кофе, иду домой. Я забыла забрать из ближайшей аптеки еще одно лекарство, так что мне придется сейчас идти. Но для начала решила перекусить. Здесь у меня огурец, помидор, китайская капуста и стебель сельдерея. Ну и немного кефира. Вот сегодня так решила. Сейчас буду готовить ужин, но перед этим заварю себе чай. Возьму опять же подарок своей ученице, вот такую липу заварю. Ну и доиспользую мяту, потому что свежая есть, но эту тоже надо расходовать. Вот. Ну и, наверное, еще вот у меня есть из Fix Price такой чай черный. И тут тоже мята. Давно не пила, поэтому заварю, потому что все-таки травы мне, конечно, нравятся, но лучше, когда еще что-нибудь. Так, вот этот у меня из чайной кантаты праздничный чай какой-то. Ну, может быть, еще заварю, посмотрим. Может быть, завтра. Хотя, знаете, лучше я сегодня вот к липе добавлю вот этот. Готовлю ужин. Сейчас режу чеснок. Ну, его нужно вообще обжарить, но я ничего не жарю, поэтому только вода. Вот, соевый соус, томатная паста тоже добавляю. Овощное рагу. И куриное мясо, в общем. Ну и посуду помыть. Пока готовится. Я еще добавила сухую петрушку, базилик. Ну, как-то так, в общем. Ну и рис. Вот. Захотелось мне что-то сегодня курятинкой побаловаться в честь праздничка. Я приготовила еду, даже посчитала калорийность. Вот. Решила переместиться в балетный зал. Тут у меня елочка. А то я ее, когда нарядила, пару раз зажгла, утром на тренажере занималась. Вот. И потом ученица одна приходила, другая. Зажгли. В Новый год я и в принципе не зажигала. Поэтому как бы это... А сейчас будет неплохо, я думаю, зажечь, посмотреть какой-нибудь фильм. Вот. У меня здесь вот еще и здесь. Ну, буду сидеть на подушках, чтобы не надуло. Еще коврик постелю, потому что все-таки простужена. Но у меня сейчас здесь не дует, ничего, все как бы нормально. Вот я в этой пижамке своей теплой. Притащила салфеточку. Вот. Я просто, извиняюсь, чай пила. Надо будет убрать этот налет. Вот. Ну, чайник уже остыл. Я-то думала, пока я готовлю, попить чай, потому что у меня, правда, сегодня
по калорийности, прям вот совсем недобор. Вот то, что я приготовила, вот полная порция, там 60, на 500 калорий. Это как раз вот, чтобы мне до 1200 сегодня добрать. Просто я могу хоть на 2000 съесть, мне это будет моя нормальная, ну, как бы норма. Но поскольку я не собираюсь там набирать сейчас массу, то 1500 нормально, 1600. Но я не набираю на это дело, я хотя бы 1200 съедаю. Вот, и получается, что сегодня у меня вообще недобор такой, знаете, глобальный. И по идее, если я все вот то, что приготовила, заточу, это будет вообще прекрасно по всем параметрам, потому что я съедаю 60 грамм крупы, ну, в сухом виде, естественно, ну, кто в теме знает, в сухом виде завешиваю утром и вечером. И сейчас у меня было 60 грамм риса в сухом виде. Его бы надо съесть. Это вообще категорически нельзя вот так занижать. Но, не знаю, вряд ли. Я сейчас вот положила себе немножко, а там посмотрим. Получилось очень вкусно, но вот как-то так. Я взяла наушники, потому что у меня здесь шумоизоляции нет, а акустика достаточно сильная. В принципе, у нас все адекватные, но я как бы тоже, знаете, людей уважаю, поэтому, когда буду смотреть фильм, я лучше в наушниках, потому что, ну, уже 10 часов вечера и ни к чему, как бы, вот. Надо будет, я еще все хочу попробовать, вот этот чай, который мне подарили Таня, Диана, Миша, вот, огромное спасибо, вот такая красота, но это я заварю уже, надеюсь, завтра. Шикарный, конечно, пакетик. Вот такая у меня красота. Так. Конечно, очень красиво, учитывая то, что я не там свет погасила. Вот теперь и правда хорошо. Вполне. Мне нравится. Я принесла еще сюда раскраску, немножко пораскрашивала, а теперь решила позаниматься на велотренажере. Пока буду заниматься, посмотрю сначала Лену Тур лайф-влог, потом посмотрю Амари Лайф, тоже лайф-влог, прошу прощения, вот, и не знаю, потом, когда пойду спать, наверное, опять же Лену посмотрю, у нее там АСМР вышло, мне очень нравится, вообще обожаю Амари Лайф смотреть. Там у Оксаны видео посмотрю. Ну, а на канал Оксаны, кстати, ссылка всегда в конечной заставке. Тоже проходите, смотрите. Сейчас буду ложиться спать. В общем, я пошла во вторую аптеку. Не помню, говорила или нет. Но тиамина не было. Поэтому вот в первой аптеке цианокобаламин и передоксин взяла. Ну ладно, хорошо хотя бы так. Вот они мои ампулы. Тут у меня еще аскорбинка, рыбий жир, ну и так далее. И что-то собачьи там какие-то эти свечки. Вот. Сейчас здесь буду протирать. Я, правда, уже протирала, но и намусорила. Морковки взяла немножко. Завтра, она даже какая-то немножко, вот одна мягкая. Надо завтра ее потереть, но она у меня идет в большом количестве. Вот, томатный сок взяла и даже забыла, что можно было как раз с рисом, с курицей поесть. Вот, ну и творог. Творог, конечно, потрясающий. Правда, я заметила один такой момент. Я же вношу в калькулятор калорий. И раньше там была другая калорийность. Сейчас она типа как повысилась, что ли. Я не понимаю, как так получилось. Ну ладно. Потому что я всегда вношу без ошибок. Но творог по качеству тоже чуть-чуть изменился. В целом все равно хороший, но он изменился. Поэтому я думаю, что да, мне не показалось про калорийность. То есть там было 70 или 75, а здесь уже 90. Но у меня не сохранилась упаковка, как бы, поэтому не знаю.
может быть, производитель, еще что-то. Я еще купила луковицу, тоже у меня просто есть. Я беру мало, потому что, чтоб не портилось. Потому что если морковку я еще там замораживаю, как раньше, ну, сейчас не всегда, потому что я еще в большом количестве ее ем, чтоб не размораживать. Вот, я еще купила 2 помидора, это мне на 8 дней, и огурец на 4-5 дней. А я вам еще не все покупки показала. Я взяла клюкву. Буду варить морс. Я, правда, вообще про нее забыла сейчас. Но, слава богу, она недолго лежала. Может быть, часа 2 в сумке. Вот, завтра буду варить утром. Ну, нужно будет его за день выпить. Ну, в общем, второй раз решила повторить. Но я в этот раз сахара даже 2 ложки не буду класть. Вот, я лучше съем вкусняшку. Потому что, ну, как бы... Я могу спокойно, в принципе, без сладкого обойтись, но это в принципе без сладкого. А когда мне так или иначе, вот из-за того, что будет у меня клюква в рационе целый день, придется что-то сладкое, потому что если морс сварить без сахара, то это будет очень сильно бить по желудку. Вот, то, ну, как бы, знаете, если я добавлю 2 ложки, то я предпочту отказаться от вкусняшек, но 2 ложки сахара меня не порадуют. Сахар вообще меня не радует. Поэтому лучше сварю без сахара. Я все равно съедаю 1 чайную ложку меда в день. А потом что? Съедаю 1 финик, какие-нибудь фрукты там, ну, что-нибудь. Вот. Ну и что-нибудь из выпечки небольшое. Поэтому вот. Также я взяла еще 2 мандарина. К слову, 2 мандарина у меня лежат уже 2 месяца. Потом я докупила еще 2. Я все собираюсь сделать джем. Ну и сегодня купила еще, потому что мне, помимо всего прочего, понадобится для пряников. Я хочу повторить, потому что рецепт понравился, а порция небольшая. Я хочу на презенты. И докупила лимон. В общем-то, точно так же и лимон лежит. А у меня есть лимон и имбирь, и я забыла, замороженный, я забыла тоже в чай положить. Так, что еще? Ну, это самое, свекла. Извините, просто плохо себя чувствую, поэтому 1 помидор достала, 1 не достала. Прихватила рулон туалетной бумаги, ну, в общем, как-то так. Вот так вот выглядит клюква, я ее переложила. И сейчас уберу в холодильник. Сейчас уже другой день, 8 января, 6:30 утра, ну как-то легко встала, поэтому решила дольше не валяться. У меня какао с молоком без сахара, но при этом с пряником, вот который я делала. И хочу посмотреть, вот уже 2 ночи пряник полежал, поэтому интересно, сохранил ли он мягкость. Ну вот, отрезала половинку. Целого мне пока многовато. Ну, нормально, достаточно мягкий. Это хорошо. Сварила морс. Ну, я ничего не процеживаю, я прям с ягодами. Ну, во-первых, это лишняя трата времени, а во-вторых, ягоды это тоже вкусно. В кружке смотрится здорово. Мне кажется, очень красиво, но поскольку сахара я не добавила, на вкус очень неприятно. Ну, так потихоньку, с медом, еще с чем-то за день выпью. Села завтракать. Я обычно по 60 грамм этой самой овсянки делаю, но сейчас сделала 30, и потом еще грамм 30, ну, не знаю, будет ли это соевый соус, или же это будут какие-то фрукты, или овощи, ну, по желанию. Я поняла, что мне лучше есть вот понемногу, почаще. Тут у меня этот морс. Как все-таки хорошо подсчитывать калории. Дело не в калориях, а в том, что там, когда, допустим, в общем, пишется время, когда я ела. Я, например, сидела, сейчас раскрашивала,
И я не хотела есть. Потом уже поняла, что-то хочется перекусить. Ну, думаю, я же вроде недавно ела. Посмотрела в приложении 3 часа назад. Но учитывая то, что я ем малюсенькими порциями, 3 часа это вполне нормально. С моими порциями надо есть желательно каждый час, по-моему. Вот, ну ладно, я себе сделала белок яичный. Ну, это в сыром виде 39 грамм. Собаке желток пошел. Порезала сверху помидор, огурец, стебель сельдерея. Китайская капуста у меня, к сожалению, закончилась, а в пятерочке в ближайшей была отвратная. Ну и авокадо. Авокадо мерзость. Обычно я беру развесной, и там нормально. Мягкий, жесткий, неважно. Все отлично. Здесь вроде все мягко. Но такой водянистый. Фу, просто. Ну, доедать буду, но я вообще забыла, кстати, про авокадо. У меня сегодня влог просто фантастика. Целый день я показываю, что я ем. Ну, на самом деле, просто я в перерывах массу чего успеваю сделать, но, правда, по творчеству, а поэтому у меня отдельные видео. Но я так стараюсь чередовать, поэтому бывают и такие моменты. Ну, а сейчас я вот погуляла с собакой. Собака наотрез отказывается сегодня даже из квартиры выходить. В лифте его трясет, ну, значит, опять что-то случится с кем-то в подъезде. Ну, скорее всего, уже случилось. Вот. Ну, а я решила поесть творог с сиропом соленая карамель. Он обалденный. Кто не видел, сейчас я вам покажу. Вот это. Сиропы Бареста, они вообще обалденные. Вот. А этот соленая карамель просто восхитителен. Вот. Прям ириски Меллер соленая карамель. Ну и кефир с корицей. Я сегодня хочу заварить все-таки этот чай, попробовать, как и собиралась. Вот достала чай. Кстати, тяжело доставался. А здесь крышка вот такая, прорезиненная. То есть она, в принципе, хоть и легко открывается, но в целом она плотненькая. Я вот думаю, подо что ее приспособить. Может быть, в своем раскрашивательном хобби буду использовать. Туда воду наливать и мыть кисточки. Думаю, отлично. Сейчас уже 9 января, 6 утра, 6:40 утра. И я собираюсь в студию. Еще темно. Все, как я люблю. Этот чай вкусный, мне понравился. Вчера с удовольствием попила. Сейчас пью воду. У меня чайник кипятится. Я хочу сделать какао с шарлоткой. Ну, а пока буду умываться своей любимой пенкой от особой серии. Сейчас снова использую полную версию. Одно время я разводила вот сюда вот. Но тут дозатор чего-то стал глючить. Я его... Ну, вообще очень удобно. Я его раскручу. Возможно, там, знаете, как... мыло, может быть, где-то забилось, подсохло. Что-то в этом роде. Кстати, очень недовольна вот этой пастой. Я Биомед разные пасты брала. Раньше мне очень кокосовая нравилась. Ну и, в принципе, к другим я нормально относилась. Потом я кокосовую перестала покупать, потому что она перестала еще и быть нежной. Но в целом нормально. От этой у меня, знаете, чувствительность зубов прям сразу повышается. А жаль, я покупала вообще паста мечта, как говорится. И акция была, и вкус такой новогодний, но не нравится. Я еще брала параллельно
просто вот на пробу вот такую пасту. Я вообще обычно от фабрики Свобода беру этот, как она называется, парадонтол. В общем, вот эта паста оказалась очень хорошей. И я недовольна качеством мыла от Oriflame. Хотя, конечно, отдушка интересная, но она абсолютно плохо ощущается, мылиться неудобно, мыло крошилось. Сейчас, правда, оно, видите, не разваливается, не раскисает, но в целом не впечатлило. Какао уже сделала себе, намешала. Ну и, соответственно, шарлотка. Я собираюсь в студию и взяла с собой зеленый и красный чай. Ну, чтобы на выбор. Может быть, возьму еще черный, чтоб так, под настроение. Да, подумала и положила еще черный чай. А в качестве перекуса взяла печеньку имбирную. И вот здесь вот у меня два вареника, один с творогом, один с картошкой. В качестве зимнего перекуса в парке я считаю, что это идеально. Уже в студии сейчас буду проводить занятия. Нальем сначала себе кофейку, водички, кто что. В Икее. Красиво. Я сейчас уже в любимом парке. Вообще я должна была бы сразу, как обычно, сначала прийти, погулять, потом пойти в Ашан, но я все немножко по-другому сделала. Ну, немножко все не так пошло. Я вчера сильно накосячила, как раз-таки с морсом, потому что сказать-то я сказала, что я сахар не буду добавлять, хотя, ну, это нужно, чтобы не ударило по желудку. Но я просто сделаю поинтереснее, возьму какие-нибудь вкусняшки. Но по итогу получилось так, что чаще всего я его пила без вкусняшек. Ну, плюс я съела творог. Ну вот, и творог, кефир попила. Ну, в целом все нормально, а потом я не могла уснуть, потому что уже начала себя плохо чувствовать. Ну, не в смысле, что прям как-то совсем, ну, в общем, нехорошо мне уже было после этой клюквы. Вот, и долго не могла уснуть. Естественно, что захотела есть. Ну, и съела еще немного творога. Ну, короче, это такой удар был по желудку, поэтому сегодня... Сначала ничего, а потом уже не очень было. Поэтому пришлось зайти в Ашан, взять у них там в кулинарии гречки, вот, пару отварных картофелин небольших поесть. И взяла леовит, желудочный кисель, кстати, знаете, помогает. Ну и потом... Еще взяла с собой огурец, купила, помыла его там, вот, потому что я, в принципе, взяла с собой, вот я показывала там вареники, 2 штуки, вот, но поскольку я вот пока вела занятия, там, пока шла, у меня какое-то такое неприятное было чувство, что мне пришлось как-то схомячить. В Ашан я еще вернусь за покупками. Сейчас, потом я пошла в Икею, где один кадр только сняла. Вот. Еще раз посмотрела на тарелку, которую я хотела. Ну, не знаю, подумаю. В принципе, она мне очень нужна. Но, ладно, потом, может быть. Может, даже сегодня за ней вернусь, если будет настроение. Взяла там буквально пакетики, только такие маленькие, по акции. Ну вот сейчас погуляю. Я еще просто, когда шла, замерзла. Сейчас значительно лучше. То ли теплее стало, то ли еще что, не знаю. В общем, буду гулять.
Я еще сегодня через приложение получила бесплатный кофе в Макдаке. Кстати, должна сказать, что в Макдаке сейчас, вот последние несколько лет, кофе стал хотя бы адекватным. Например, лучше, чем в KFC. Хотя я люблю KFC. Ну, кроме сладости. А Макдак я вообще терпеть не могу. Но кофе там приличный стал. Ну, а сегодня единственное, что только там бесплатно было не американо. Хотя странно. Американо даже дешевле для них было бы. Вот. А капучино. Ну, ничего, получила бесплатно. Сейчас я могу, по идее, взять еще вот там вот в пятерочке кофе бесплатно. Но я не хочу сейчас. Потому что надо свой желудок поберечь. Потому что дома-то я сегодня пила кофе, но я знаю, что он точно приличный. В общем, как-то так. Красота какая. Вот, ну, одно удовольствие тут гулять. Невероятно красиво. Ведь странно, я раньше как-то думала, что мне перекусить в Ашане, что я раньше не брала гречку. Там 100 грамм гречки, цена вопроса то ли 12, то ли 14 рублей. Просто гречка на воде, как я люблю, без всяких добавок. И просто отварная картошка. Там тоже цена вопроса. Или 12, или 14 рублей. В общем, меньше 15. Но это хороший, здоровый перекус. Прям отличный. Они даже молодцы. На гречке прям БЖУ прописали. Вес вообще просто бомба. А я раньше как-то... Ну, правильно, раньше у меня, когда не хватало витаминов в организме, я что-нибудь сладкое. Сейчас я так прошла вообще мимо равнодушно. Вот. Уже погуляла в Ашане сейчас. Тут распродажа. Вот это что-то бамбук, что-то в этом роде. Вот такую булочку ушастому купила, московскую плюшку. Сейчас буду убираться, уже другой день. Начну с двери, потому как, когда мы с собакой гулять собираемся, он тут вот отирается, как раз это его место, и, соответственно, вот это слюни, все дела. Это еще у него сейчас все более-менее нормально, потому что по молодости это вообще было. Но у меня просто метис овчарка с догом, если что. Вот. Помимо этого нужно вот здесь зеркало протереть в очередной раз. Вчера он здесь ужинал, гречки натряс, порог помыть. Ну, много чего я не хотела, честно скажу, запускать моющий пылесос, но я решила уже сделать это побыстрее, потому что я сегодня вообще проснулась позже. Потом я покажу свои покупки. Кстати, видео с уборкой они будут обязательно, но сейчас я уже так буду убираться, чтобы побыстрее все привести в порядок, хотя никакого трэша нет, но в любом случае. То есть вот только вот эти пару мест, которые надо прибрать. Это у меня, если что, икеевская доска. Ну, тесто раскатывать, это мама покупала, она и воспользовалась-то пару раз, ее надо на балкон унести, но у меня же там, как вы знаете, полноценная комната такая, вот, но там есть такое местечко, где я храню эту доску, ее не видно, ну, просто почему я ей не пользуюсь, потому что я люблю больше на столе, и стол мыть легче, потому что у меня, например, ну куда вот эту махину, да, она классная, конечно, но... Не знаю, я не совсем понимаю этот смысл, но пока ее не продаю, а там посмотрим. Вот, такие дела. Я уже помыла полы, протерла там зеркала, ну, много чего поубирала. Поставила собаке вариться гречку, суп, а сама сейчас делаю ногти. Правда, нужно еще помыть плиту, и в теории надо это было бы сделать сначала, но так уж получилось, что я забыла. Ну, теперь, ладно, перчатки просто одену, и все. Тем более, что в перчатках в любом случае моют плиту. Вот сделала себе ногти. В этот раз я сделала... не готовый дизайн, а сама их красила.
Вот. Ногти, кстати, не китайские, они произведены в Питере. Я их на Вайлдберрисе заказывала. Классные. Единственное, что да, они очень как бы длинные, но при этом у них просто идеальная для меня форма. Хотя, в принципе, с моими ногтями мне любые формы ногтей как бы подходят, и вообще как бы сложностей не возникает. Но эти вообще отличные. И помимо всего прочего, ну как бы и здесь форма, и вот здесь форма. Вот этот лак я решила использовать от Faberlic. Это номер, ну, в общем, оттенок, артикул 7317. Ну, эта серия регулярно обновлялась, поэтому у него типа, наверное, срок годности закончился. Ну, хороший лак, у него очень и цвет хороший, и кисточка широкая, и прям вообще никуда не заехала лишний раз, по крайней мере, злостно. Так что такой вот дизайн. А сейчас надо сбегать в магазин, купить овсянки, потому что я привыкла есть по утрам овсянку, и ну, сегодня у меня было только 30 грамм вместо 60. Я-то как бы наелась, но все-таки 60 грамм необходимо съедать крупы. Вот. А завтра у меня вообще не будет. Я тогда могу съесть 60 грамм манки, но манку, как я уже рассказывала, по вкусу я люблю, что на воде, что на молоке, но она не дает сытости, поэтому сейчас придется идти. Ну и сушка у меня от Avon. Хватает очень надолго, потому что я в основном пользуюсь готовыми дизайнами, ей уже достаточно много лет, более 3 лет. До этого у меня тоже была такая, и она мне нравится. Сейчас я покажу покупки в Ашан, то, что я вчера сделала. Я заходила сначала первый раз перекусить в Ашан и смотрела, что там было много сахарной пудры. А когда пришла второй раз, через несколько часов уже покупать, в коробке был только 1 пакет. Ну, я коробку так отодвинула, и туда кто-то вглубь все это запрятал. Ну, в общем, взяла 2 штуки. Это максимально дешевая цена на сахарную пудру. Я гуглила. 28 рублей с копейками за 250 грамм. Шикарно. Взяла 2 штуки на выпечку. Также я взяла имбирь вот такой. Вот этот имбирь царская приправа. По 28 тоже или 29, что-то такое, 20 грамм. Вот беру впервые. Я обычно беру Ориенты или как-то так. Марка. Она недорогая. Не помню, сколько там грамм. В прошлый раз я пришла, вообще не было никакого имбиря. Ну, а в этот раз вот какая-то марка была со скидкой по 35 рублей. Я еще подумала, что все равно дороговато. Взяла 1 упаковку. А потом смотрю, за 28 или за 29 вот этот имбирь. Ну, я тут убрала, взяла этот. Тем более там было меньше по граммам, а в этом побольше. В общем, отлично. Но в любом случае взяла пачку, потому что больше мне пока не надо. Искала я кардамон. Кардамон появился, молотый, вот катани. 104, по-моему, рубля. Я открыла понюхать. Классно, в общем. Аромат пойдет тоже на выпечку. Мне кардамон нравится. Далее у меня закончились носовые платочки. 44, что ли, рубля. Они стоят, очень хорошие, 10 штук. Это у меня тут петрушка просыпалась. Я прошу прощения. На перекус, поскольку гуляла долго, а не планировала, взяла вот Кернер. Это то, что доктор Кернер, а это детская серия.
31 рубль. Здесь такие маленькие кругляшки. Пачка 30 грамм. Есть с карамелью, есть с бананом. Там не яркий вкус. Собственно, сахара тут нет, поэтому, да, вкус он не супер яркий. Но хороший перекус, низкокалорийный. Вот, с клетчаткой, без глютена. Короче, классно. Могу посоветовать как взрослым, так и детям. Вот. Кому интересно, ставьте на ту самую паузу. Так, что еще? Следующее, в Икее. В Икее я взяла пакетики вот эти по 49, кажется, рублей, 25 штук. Они маленькие, прям совсем-совсем. Сейчас. Вот такие. Ну, тоже пригодятся. У меня есть побольше. Вы знаете, кто смотрит влоги. А это вот такие маленькие. У них дно. Вон, объемное такое. Тоже для чего-нибудь. Когда немножко овощей остается, чтобы они не болтались в большом пакете. Что-то взять с собой. Отлично. Для своей подруги, для соседки, ну, мы с ней с собакой вместе гуляем, купила соленую карамель, сироп Бареста. Мне вообще все эти сиропы нравятся, они очень хорошего качества. Первый раз по 49 брала по распродаже, второй раз уже по полной цене 79, а сейчас она подорожала 95 рублей. Но сиропы хорошие. Вот. И в этот раз появилась соленая карамель, я попробовала, подружке дала, она оценила, говорит, купи мне. Вот приобрела. Прям вот реально ириски Меллер. Ну, собственно, я, по-моему, в этом влоге рассказывала, да, я просто снимаю несколько дней, поэтому, да, могу повториться. Также для подружки беру вот эту томатную пасту. До этого брала маленькие пакетики, ей понравилось. Но это то же самое, только в больших. У них качество отличается только в банках, там плохой состав. Ну и она говорит, вот с крышечкой так удобнее. 37 или 38 рублей. Дальше взяла в запас корицу. Хорошо у меня идет и выпечку, и для какао. Я выбирала максимально дешевую цену, по-моему, рублей 13. 15 грамм. Дальше от Хаас ванильный сахар. Он оказался гораздо выгоднее по цене, чем ванильный сахар от марки «Каждый день». Здесь больше объем, целых 12 грамм вместо 10. И цена, я не помню, меньше 10 рублей. И, ну, в общем, выгоднее. Взяла 2 штучки. Также взяла ванилин. 2 упаковочки. Тоже это уже от Ашан с птичкой. За это начислили кэшбэк. Стоит рубль с чем-то. Тоже максимально дешевый. Это из Макдака салфетка, 2 рубля. Почему ее взяла? Потому что у меня был промокод на бесплатный маленький капучино. Но чтобы его получить, нужно оформить заказ на 1 рубль хотя бы. Ну вот за 2 рубля взяла салфетку. Она мне была ни к чему. Я как-то не запариваюсь этим вопросом. Поэтому просто положила в карман и пошла. И еще разрыхлитель теста взяла. Вот разрыхлитель теста от марки «Каждый день», выгодная цена. 12 грамм. Но я его использую только там, где конкретно указан разрыхлитель, либо разрыхлитель и сода. А так я всегда соду использую. Разрыхлитель у меня еще есть, но взяла. Пусть будет. И прихватила каталог. Это то, что с кэшбэком. Ну, по-моему, здесь до 31 декабря, поэтому особо смысла листать нет. Ну вот. Всякие тут продукты. Ходила в пятерочку, взяла еще все-таки творог.
любимую свою овсянку и морковку. Морковки взяла мало, потому что там ее, к сожалению, не было практически. Не понравилось качество. Придется идти в другую пятерочку. Ну, в общем, сейчас буду все убирать, сканировать, протирать стол. Я еще взяла кусочек сыра, потому что планирую готовить. И вчера в Ашане взяла зелень, которая на вес, хороший укроп. Он мне тоже пригодится. Вообще мне нужен был, в теории базилик, хотя используют по желанию и петрушку, и укроп. А базилик был только красный, а я люблю именно зеленый. У меня на окошке растет, но я не хочу его переводить. Мне нравится, что он там растет, и аромат. И еще я забыла показать, что купила вчера сметану, она мне пригодится. И, чтобы еще не идти в пятерочку, тем более, что, например, вчера я уже не успевала, сегодня я тоже не знала, пойду, не пойду. Взяла вот эту. Она, кстати, дешевле, чем я беру в пятерочке. Но дело не в этом, просто решила попробовать. Сметана такая же вкусная, она довольно-таки густая. В общем, могла бы посоветовать. Да, из-за нее тоже был кэшбэк 5% на карту. Но это видео я буду завершать. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения абсолютно во всем. До скорой встречи. Пока-пока.